Всем добрый день! Сегодня мы поговорим о сокращении затрат на контактный центр в кризис. Наш гость Алексей Белов, коммерческий директор контакт-центра «Открытая линия». Добрый день. Добрый день, Алексей. Скажите, какие затраты могут быть оптимизированы? Наверное, я начну с того, что расскажу о том, почему компании, собственно, задаются вопросом сокращения затрат. В первую очередь это бывает тогда, когда падает доход. Да, то есть сейчас очевидно, многие компании испытывают проблемы в своей деятельности. Сокращение потребления приводит к сокращению дохода. Соответственно, первое, о чем начинают думать компании, как сократить те постоянные затраты, которые у них есть, дабы пройти этот непростой период. В другой период, когда экономика более стабильна и, скажем так, устойчивый спрос присутствует, некоторые компании задумываются о том, что им недостаточно той прибыли, которую они зарабатывают. Необходимо сделать что-то, чтобы эту прибыль сделать больше. Соответственно, есть два варианта. Увеличить продажи, увеличить доход, либо оптимизировать издержки. Сократить и увеличить прибыль таким образом. Поэтому в этих двух случаях часто компания приходит к сокращению затрат. Теперь поговорим о том, какие затраты могут быть оптимизированы, сокращены. Когда мы анализируем как предприниматели деятельность компании, мы видим, какие действия внутри компании влияют на доход напрямую, то есть не будет этих действий, не будет дохода. А какие затраты, они косвенные, то есть они могут быть не так очевидно влиять на тот доход, который мы имеем. Соответственно, если мы говорим про колл-центр, то если ты продаешь свою услугу через колл-центр, если именно это действие приносит тебе доход, то к сокращению таких затрат надо подходить очень аккуратно. Если же колл-центр имеет функцию второстепенную, информационную, поддержка, оценка какого-то качества и другие подобные виды поддержки клиентов колл-центр выполняет, тогда да, тут можно смотреть и более смело заниматься оптимизацией этих затрат. А каким образом можно сократить такие необязательные затраты на контакт-центр? Давайте поговорим о сокращении именно затрат на персонал. Чаще всего бывает так, что бизнес компании имеет волатильность, то есть он сезонен. В какие-то периоды мы видим ярко выраженный рост бизнеса, в какие-то периоды идет спад. Это зависит от покупательской способности твоих клиентов, то есть это она либо повышается, либо снижается. И в это время нагрузка на колл-центр, она либо растет, либо падает. И иногда компании расчет необходимого количества людей для обслуживания этих звонков и обращений делают именно по пикам. То есть они набирают в штат такое количество персонала, чтобы обслуживать эти пиковые максимальные значения. И все хорошо. В пике они получают достаточное количество заказов, делают продажи, делают поддержку. Но в сезон спада они несут убытки. Скажем так, они несут необязательные расходы. То есть этот штат, который не нагружен, он просто просиживает. Просиживает ту зарплату, те затраты на него, которые предприниматель оплачивает. Соответственно, первое, что можно оптимизировать, это правильно оценить эту нагрузку. Не надо набирать штат, чтобы перекрывать эти самые пики. Наверное, не надо и нанимать штат, чтобы он только минимум мог обслуживать. Надо оценить ту стандартную среднегодовую нагрузку и под эту нагрузку набрать персонал. В пике можно выводить людей в доп. Смены. В пике можно привлекать фрилансеров, надомных операторов. В пике можно нанимать аутсорсинговые компании, которые поддержат сервис на необходимом уровне, и вы заплатите как предприниматель только за конкретные действия, конкретно за эту переработку. Потом вы эти фриланс, этот аутсорсинг отключите, и в сезон спада будете работать своим собственным колл-центром и не платить за это никаких лишних денег. Поэтому, наверное, это основной такой инструмент, который позволяет, потому что по году
фонд оплаты труда, он является для колл-центра, если брать как подразделение, это основная затрата, да, то есть там других именно фонд оплаты труда влияет на то. А по году, если вы посчитаете, сколько за одного, двух, трех, а в некоторых случаях 10 дополнительных людей, вы переплачиваете не десятки, сотни тысяч, иногда миллионы. Просто вот за вот этот вот, скажем так, расчет по максимуму. А какие еще постоянные затраты можно оптимизировать? Тенденции нынешнего времени таковы, что удаленная работа, она приобретает все более постоянный характер. То есть многие компании начинают понимать преимущество найма сотрудников на удаленку. Вы не тратите денег на аренду, на электричество, на какие-то коммунальные услуги, на транспортные расходы. Тебе сотруднику не надо ездить, то есть не надо за это лишние деньги ему платить. Поэтому очевидным таким шагом по сокращению издержек на колл-центр может быть перевод своих собственных сотрудников на удаленку на дом, либо найм новых сотрудников на удаленку. Таким образом вы сокращаете достаточно большую часть затрат. Если говорить про крупные города, то аренда в таких населенных пунктах бывает очень высокая. И даже небольшая комната, в которой вы там размещаете от маленького колл-центра от 3, 4, 5 человек, в некоторых случаях это могут быть целое помещение большое, если это более крупный колл-центр, это могут быть не десятки, даже сотни тысяч рублей. Поэтому на год, опять же, умножаем на 12, получаем экономию от сотен до миллионов на аренде, коммуналке, электричестве и так далее. То есть это вот такой следующий вариант сокращения издержек. А искусственный интеллект? Искусственный интеллект – это, так сказать, развивающийся, но уже во многих компаниях проверенный инструмент сокращения издержек. На каком-то начальном уровне позволить себе его могли только крупные компании. Внедрялись дорогие решения, технологические, и они действительно, иногда сначала они не заходили, компании тратили огромные деньги на тесты, потом отказывались, снова покупали новые решения, снова отказывались. Но поскольку время идет, технологии улучшаются, они дешевеют, и на сегодняшний день очень многие компании используют виртуальных операторов, используют искусственный интеллект, распознавание речи, синтез речи для того, чтобы заменять живых людей на виртуальных операторов для сокращения, опять же, затрат. На текущий момент в среднем минута виртуального оператора стоит в 2 раза дешевле, чем живого человека. И поэтому простые процессы, ответы на типовые вопросы, оценка качества, предоставление какой-то типовой информации, она вполне может быть решена искусственным интеллектом. И это позволит сократить компании свои ежемесячные расходы. А какие при этом риски и как с ними быть? Давайте начнем по порядку. Если мы говорим про сокращение персонала, с чего мы начали, или перевод на удаленку, мы можем столкнуться в первую очередь, если это новые люди приходят, люди на удаленку, допустим, новые, или это аутсорсинг, или персонала стало меньше, мы можем столкнуться с некоторым временным проседанием качества. Именно потому что люди, которые работают с тобой постоянно, они уже достаточно хорошо знают материал, они уверенно ориентируются во всей информационной базе той, которая необходима для общения с клиентом. И понятно, когда новые люди приходят, необходимо время. В каких-то случаях это недели, в каких-то случаях это месяцы, пока новые люди изучат, будут также свободно пользоваться этим материалом. И, соответственно, качество в это время немножко, диалог может стать длиннее, может быть некоторые потери, то есть не сразу, не с первого раза можно проконсультировать, необходимо какой-то дополнительный материал или соединить с другим специалистом. Вот такой риск, это если привлечение новых людей на удаленку, либо аутсорсинга, но этот риск быстро сходит на нет, потому что люди обучаются. Люди обучаются, и дальше уже они также уверенно, как и специалисты в штате, начинают консультировать ваших клиентов. Второй риск – это если мы, опять же, перевели на удаленку компанию, и, скажем так, отказоустойчивость сервиса, она может снизиться. То есть офис у вас обычно оборудован не одним источником электроэнергии, не одним интернет-каналом. Дома же у людей, соответственно, такой возможности нет.
Соответственно, отказоустойчивость, возможность прерывания сервиса, она появляется, такой риск, и его надо принимать во внимание. Если у вас много операторов, это не страшно. Один оператор по каким-то причинам не может в данный момент обрабатывать звонки, у него нет интернета дома, а у вас другие обрабатывают. Но если ваш колл-центр состоит из одного-двух людей, то, конечно, риски, что один сотрудник не принимает звонки, это значит, что ваша вся компания не принимает звонки в этот день. Да? Это огромный риск, то есть такие риски нельзя на себя принимать. Вот. А также нужно дома, понятно, что тихое помещение, потому что посторонние шумы, также никто не любит в трубке слышать, когда звонишь на линию, на заднем плане какие-то шумы, особенно не связанные с офисом. Да? Вот. Поэтому тут немножко доверие компании, если какие-то там дети на заднем плане или еще что-то, это, безусловно, играет отрицательную роль в имидже тебя, как компании, которая что-то продает. Третий риск искусственного интеллекта. Несмотря на его, так сказать, рост и постоянное внедрение, все-таки люди к этому привыкают, клиенты привыкают к этому постепенно. То есть предпочитают они общаться все-таки с живым человеком, да, и получать на свои вопросы, а даже, может быть, иногда сложные вопросы, какие-то развернутые ответы. Все-таки искусственный интеллект, он немножко ограничен пока, да, то есть либо это должны быть очень дорогие решения, довольно продвинутые, но и при всем при этом ни одно дорогое решение пока все равно не может продублировать человека. Поэтому вот этот риск немножечко потери лояльности со стороны клиента, то, что компания предоставляет ему робота вместо живого человека для общения, он возникает. Но все-таки постепенно никуда от этих тенденций не уйти, люди привыкают и также комфортно начинают общаться, в общем-то, с виртуальными операторами. Ну вот в целом вот такие риски есть у снижения издержек на колл-центр за привлечение аутсорсинга, искусственного интеллекта, удаленных операторов, перевод на дом, вот такие вот варианты. Могли бы вы назвать преимущества аутсорсинга? Да, давайте поговорим о преимуществах, потому что о рисках мы поговорили. Теперь что может, даже при сокращении издержек, какие преимущества бизнес может приобрести? Прежде всего, это экономия финансовых средств, от чего мы идем. Да? То есть мы хотим увеличить прибыль, мы хотим снизить издержки. То есть компания, прежде всего, она снижает свои затраты привлечением, использованием этих инструментов, о которых мы говорили. Во вторую очередь, например, аутсорсинг позволяет тебе гибко масштабироваться. То есть тебе нужен дополнительный объем операторов в текущий момент, у тебя идет пик продаж, ты сделал заявку компании-подрядчику или ты нанял новых фрилансеров и перекрываешь этот пик. Заканчивается пик, ты говоришь спасибо, со следующего месяца мы сокращаем объем оплачиваемой услуги. То есть у тебя есть вот эта вот гибкость масштабирования объема от большего к меньшему. Тебе не надо проходить сложную процедуру найма, обучения, увольнения. Все это стоит денег. В случае с привлечением аутсорсинга ты эти задачи перекладываешь на подрядчика, и ты за них не платишь. Помимо этого, конечно же, отказоустойчивость. То есть, привлекая аутсорсинг, ты получаешь резервирование не только как по электричеству, по интернету, по площадкам часто, потому что крупные колл-центры, они имеют несколько подразделений в разных городах, чтобы часовые пояса перекрывать, чтобы риски обесточивания или что-то такое здание тоже перекрывать. То есть, когда у тебя несколько площадок, это лучше, чем одна. Также обычно в их услугу входит и использование дата-центров, где данные хранятся и обрабатываются. То есть некая вот эта вот отказоустойчивость. Только крупные корпоративные компании могут позволить себе такой же уровень отказоустойчивости in-house колл-центров, как и аутсорсинговые компании. Ну и в-третьих, это преимущество является в том, что все-таки аутсорсинговые колл-центры – это специализированная организация. Это значит, что эта компания постоянно думает над улучшением тех бизнес-процессов. Как сделать их быстрее, эффективнее, качественнее. То есть это не только работа людей на телефоне, это разработка постоянно IT, каких-то решений, поддержки, контроля, мониторинга. Это достаточно большое время и деньги. И, соответственно, аутсорсинговая компания, она часто делает это лучше, чем какой-то небольшой колл-центр в небольшой компании, который просто не может финансировать себя в таком объеме, именно над развитием вот этих вот технических возможностей. И поэтому, переходя иногда на аутсорсинг, вы не только экономите деньги, вы еще и повышаете качество. В
перспективе, когда люди также изучают материал так же, как ваши собственные сотрудники, но при этом вы еще к этому получаете дополнительные технологии для контроля за сотрудниками, для более качественной оценки их работы, нежели ты иногда своих сотрудников не можешь так оценить, как сотрудников подрядчика. Вот в целом, наверное, вот эти преимущества для аутсорсинга, они есть. Спасибо. С нами беседовал Алексей Белов, коммерческий директор контакт-центра «Открытая линия». Спасибо, до свидания.